Всем привет и пожелания счастья из Ванкувера, Канада. Я астролог, меня зовут Лена, и я сейчас в этом видео расскажу вам, как будет двигаться Венера в 2022 году. Зачем нам это нужно знать? Чтобы мы могли планировать свою личную жизнь, потому что Венера в разных знаках означает совершенно разное. То есть атмосфера любви в общем пространстве будет меняться. И как мы знаем, чтобы найти любовь, нужно учиться правильно взаимодействовать с общим пространством, о котором говорит астрология. Именно какой будет настрой общества. Энергетически, да, вот есть такое даже понятие в старой поэтике, что в воздухе витает любовь или в воздухе витает, к сожалению, часто агрессия. Но мы сегодня только о любви, и я приглашаю вас на этот расклад, можно, вернее, не расклад, а на анализ ситуации в 2022 году относительно Венеры. Можно налить себе чай, кофе или что-то, то, что покрепче, то, что вы любите. Я предпочитаю воду в данном случае. Итак, ну что ж, начинаем разговор о Венере. Венера – это личностная планета каждого человека. Легко очень в Яндекс или Google просто вбить натальная карта, карта рождения, астрологии, и вы можете туда поместить свои данные, даже если вы не знаете даты рождения, то есть вы знаете дату, вы не знаете времени, может быть. В любом случае вы будете знать, в каких знаках были ваши персональные планеты во время вашего рождения. Персональные планеты – это у нас Марс, Венера и Меркурий. Таким образом, вы очень много будете знать о себе, а также каким образом вам лучше взаимодействовать с миром, если вы будете знать, где у вас Марс тоже, или же Венера и так далее. Ну что ж, я начинаю, не отходя от топика. В принципе, я никогда не отхожу, но нужно было это сказать. Можно смотреть, конечно, по солнечному знаку восходящему, если вы знаете время и место рождения, либо просто по космограмме. Космограмма, когда вы все знаете о себе, только не знаете времени рождения, а только предполагаете. А космограмма – это в каких знаках есть планеты. У нас всего планет 9 в астрологии, и Солнце тоже просто планета рассчитывается, но сегодня речь идет о любви. Любви к себе, к миру, к партнеру, к детям. Любовь бывает абсолютно разная. Венера отвечает за все проявления любви, а также любви к профессии, товарно-денежные отношения, что продаем, что покупаем. Это и в любви актуально, и в профессии, и в бизнесе любом. Ну вот, движение Венеры позволит вам делать хорошо бизнес, дела. Ну, бизнес – это тоже ходить на работу, конечно же, конечно. Или же это для личных отношений, если вы себе ищете пару или хотите сохранить пару, тоже важно движение Венеры. Начинаем с января. Итак, у нас январь, месяц, в который Венера движется по Козерогу, да, и Венера будет в Козероге, она будет ретроградная в начале года. До 5 марта она ретроградная. Когда Венера ретроградная, она благоприятствует тем, у кого Венера ретроградная в карте рождения, например, как у меня. Венера ретроградная в карте рождения, ну, я как пример свой привожу, поэтому я не волнуюсь, когда она ретроградная. Если у вас Венера в Козероге, в вашей карте рождения, то это очень благоприятное время, даже если она прямая или ретроградная, неважно. В Козероге или во всех знаках Земли, то есть это тоже в Деве и в Тельце. Вообще в Тельце Венера в прекрасном положении, да, и в Деве она такая очень логичная, да, и она жертвенная любовь, настоящая любовь, когда мы милуем тех, кто любим. В Козероге Венера тоже деловая и очень духовная. Не забываем, что Козерог очень часто принижается, это очень высокодуховный знак. Так вот, нужно знать, что Венера в Козероге, она такая, знаете, практичная очень, практичная, как в любом знаке Земли, поэтому любовь должна быть практичной. Если вы знакомитесь с кем-то в это время, не влюбляйтесь сразу, вообще никогда не советуется, а нужно человека вначале изучать, подходит ли он вам по разным параметрам,
подходите ли вы ему, какие, не то, что мы хотим понравиться, это одно, если нам понравился человек, мы хотим понравиться, это естественно, но подходим ли мы друг другу, а уже потом как бы make commitment, а потом уже себя посвящать этим отношениям. Итак, январь, февраль и буквально до начала марта, если вы знакомитесь с человеком, не влюбляйтесь сразу, а вначале присматривайтесь, принюхивайтесь к человеку, прислушивайтесь в разных ситуациях, смотрите, как человек себя ведет. И делайте свои любовные как бы планы относительно тому, что вы перед собой видите, кого вы перед собой видите, что это энергетика человека, кого вы перед собой видите. Очень важно это делать перед тем, как мы, конечно, влюбляемся. Особенно молодые девочки влюбляются, гормоны, и потом жалеют всю жизнь, потому что другие параметры не учитывали. Это, конечно, хорошее время строить отношения, особенно дружественное, Венера в Козероге. И отношения, которые связаны с вот от души к душе, друг души так называемый, да. Здесь подойдет разговор про бытовые всякие вещи с любимым, ведь быт, мы должны любить быт, мы часто быт свой не любим, и этим себя обкрадываем. А быт это супер важно, потому что если мы любим то, что вокруг нас, предметы, энергия, людей, наша жизнь становится просто счастливой и очень комфортной. Вот так в начале года. Затем Венера переходит у нас в Водолей с 5 марта по 5 апреля. То есть мы смотрим весна, да, до 5 апреля Венера в Водолее. Ну, конечно, эра Водолея сейчас переходит. То есть это такой тонкий план, да, входит в наше понимание жизни то, чего мы раньше не видели. Ведь интернет, телепатия, это все всегда было, мы просто этим не умели как следует пользоваться. Пользовались некоторые, некоторые нет, но сейчас уже это входит в жизнь каждого человека. Поэтому, когда Венера в Водолее, ну, во-первых, в Водолее вам может встретиться. Кстати, когда Венера была в Козероге, вам может Козерог встретиться. Или же любой земной знак для любви. Когда Венера в Водолее, конечно, воздушный знак любой, это Весы, Водолей или Близнецы могут вам встретиться для отношений, это скорее всего, потому что эти знаки будут особо активированы для взаимодействия с миром, поэтому. И еще отношения продолжать будут дружеские. Водолей это все-таки больше о дружбе, чем о страсти, да. Поэтому здесь интересные, общие интересы с партнером, настоящим или перспективным, а также помочь кому-то. Вот как Водолей, по мифологии древней греческой, он был Водолей, он наливал вино, он делал жизнь другого человека приятнее, да. Но вино не всегда делает жизнь приятнее, это дикция нехорошо, но имеется в виду чисто метафорически, да, делать жизнь другого приятнее. Если вы можете сделать жизнь вашего партнера приятнее, партнер точно ответит вам тем же. Особенно это будет активно в воздухе вот так витать до начала апреля. 6 апреля до 2 мая Венера будет в Рыбах, но она у себя здесь в очень хорошем положении, потому что в Рыбах Венера в экзальтации. Exalted, be exalted – это прославить, да, exalt – это прославить, дать комплимент. В общем, она комплиментарная, Венера в Рыбах очень в хорошем положении. Именно для страсти, для любви, и здесь есть такие подводные камни, потому что рыбы это все-таки знак таинственный, мутный, как через мутное стекло, да, через воду. То есть, конечно, управитель рыб, первый управитель рыб это Юпитер, это ни в коем случае не Нептун. Нептун очень редко меняет знак, это очень дальняя планета, поэтому нельзя сказать, что рыбами управляет вот такая дальняя планета, которая мало что происходит с Нептуном часто. И мы не учитываем аспекты перед тем, как мы детально понимаем планеты в знаках. Аспект это всегда второстепенно. Поэтому если вам говорят, что первый правитель рыб это Нептун, а второй Юпитер, это все люди просто не профессионалы. Юпитер управляет рыбами, первый управитель, а Нептун вторичный управитель рыбами. Поэтому, когда Юпитер, он как бы считается Дед Мороз, который дарит подарки, да, и у нас Юпитер всегда
это планета, помогающая влюбленным и венчающая сердца. Юпитер здесь как, знаете, такой бог, отец или священник, который делает обряд венчания. Поэтому у многих, кстати, может быть абсолютно свадьба или помолвка в это время, когда Венера в рыбах, то есть до 2 мая, да, до начала мая. И опять же, она у себя в экзальтации. Ее прославляет Юпитер, управитель рыб, прославляет Нептун. Конечно, из морской пены она вышла. То есть вот здесь вот такой шарм и физическая влюбленность, она будет играть огромную роль. Поэтому можно очароваться, обольститься, обольститель может быть кто-то. Будьте особо аккуратны. Да, в рыбах у человека, с которым вы, может, встретитесь, будет что-то, или в других водных знаках, скорпионах или раках, какие-то планеты важные, что-то важное будет происходить, или Венера может быть в рыбах при рождении, да. Такой человек, конечно, будет очень томный, очень легко влюбляющийся, и иногда выдающий желаемое за действительное. Вот это время не очароваться, будьте осторожны, не очароваться. С периода с 2 мая и так далее Венера будет особенно переходить в знак Тельца. Да, она будет в Тельце довольно долго. И я хочу сказать, что Венера в Тельце, Венера в Тельце это очень хорошо, правда? Потому что она управляет Тельцом, правда? И это именно товарно-денежные отношения в хорошем понимании этого слова. Делаем с любовью, даем с любовью, берем с любовью. Что продаем, что покупаем, да, когда мы в любви, это тоже товарно-денежные отношения. Мы, конечно, себя предлагаем, и мы требуем что-то, или просим, или принимаем, или благодарим что-то взамен. Кто как, у кого как получается. Но здесь это одно из лучших положений Венеры в Тельце, и комфорт, вы достигнете комфорта с любимым, именно комфорт, когда есть достаток, когда есть благополучие между вами, если вы уже в семье или вы живете вместе. Очень несложно в Венере быть в Тельце, она благословляет всех, кто находит или ищет любовь, так что этот период очень благоприятный, буквально до конца июня. У вас будет Венера в Тельце, очень благоприятный период для знакомств, для примирений, для того, чтобы научиться понимать друг друга, чтобы научиться в этой земной жизни, земные знаки. Если Венера, например, при рождении была в земных знаках, в Тельце, в Деве или в Козероге, это, конечно, материальное благополучие, это материальный не только достаток в паре, но это тоже умение в материальном мире, именно любить на деле, а не просто на словах, да. Вот это очень хороший период. Начиная с конца июня до 18 июля проходит переход, транзит, она будет двигаться, Венера, она движется по знакам, да, движется Венера по знаку Близнецы. Это воздушный знак, все мы знаем, так что если у вас или вашего партнера Венера в воздушных знаках, в Близнецах, в Весах или в Водолеях, это благоприятное время для любви и так далее, для всего любовного. Что я могу сказать о таком положении Венеры? Близнецы – это знак тревожный немного, да, потому что тревога идет о том, что не изменяет ли мне партнер, любит ли он или она меня, предан ли он мне или нет. Здесь может быть ревность. Если вы подвержены ревностью или ваш партнер, будьте аккуратны до конца июля особенно, да, буквально вот этот первый летний период, будьте внимательны. Ни в коем случае не слушайте рассуждения, критику вашего партнера со стороны мамы, подруги или со стороны своего внутреннего критичного голоса, поскольку этот критичный голос может вас обмануть, просто обмануть, да. Здесь вот такая немножко нервная ситуация и состояние, что или ваш партнер вас очаровал, а потом вы разочаровались. Все-таки Близнецы – это знак очень сложный, он очень такой восприимчивый, немножко нервный.
поэтому будьте аккуратны и не поругайтесь не серьезно, да, когда есть какие-то друг к другу, может быть, предвзятости или же придирки какие-то друг к другу есть, необоснованные иногда обоснованные, критичные такие высказывания. Вообще близнец — это, конечно, дело языка, дело умения правильно общаться, поэтому, если мы хотим, чтобы нас любили, начинаем с себя, мы ничего не можем сделать с другим человеком, и с собой очень сложно поменять себя, но во всяком случае учимся общаться более любовно. Итак, дальше идем, и Венера у нас будет долго находиться в знаке Лев, буквально до сентября она находится в знаке Лев. Да, в знаке Лев. Но там будет связано со Львом и с Девой, да, то есть это будет переходить Лев, Дева. Что я хочу сказать о Лете? Посмотрите, Лев, Дева — это очень такие знаки, которые рядом друг с другом, да. Все, что рядом с друг другом, часто клаш, часто не соглашается, да. Лев — это о горделивости, конечно, это самооценки, это очень хорошо, у каждого есть лев в гороскопе. Ну, а Дева — это самокритика, конечно, и то, и другое нужно. Нужно иметь самооценку. Если мы сами себя как бы оцениваем, вообще, что такое самооценка? Это позволить себе быть собой, наверное, да. То, что делает Лев, он позволяет проявиться всему, что дала природа во внешнем образе, и внутреннее, и внешнее соответствует. А Дева — это, конечно, самокритика, что тоже нужно, наверное, это в меру, в маленькой дозе, потому что критичный ум, он нам дан, и без него никак, ведь цивилизации возникли в результате критичного ума. Но здесь нужно быть очень аккуратным, когда идет речь о том, что мы и как мы критикуем, как мы относимся к себе, к другим. Ведь часто люди, которые стеснительные, они наоборот, они довольно аррогантные, они считают, бывает так, подсознательно, что почему не я мол, лучше других. Такое часто бывает у стеснительных, потому что такие люди часто себя не то что недооценивают, они наоборот переоценивают себя. То есть здесь вот как палка с двух концов. Если есть, например, сильная самокритика, есть и сильная критика других. Если есть сильная стеснительность, есть сильное несоответствие в том, что почему не я, почему другой, чем он лучше меня. Но это все подсознательные такие внутренние камни, да, подводные. Поэтому Дева — это такой знак, где немножко такая твердость есть, присутствует. И это очень хорошо, потому что критичный ум, он очень здравый ум, но вместе с тем это не ипостасия Венеры. Ипостасия Венеры — это такая пассивная радость, пассивный успех, нега, вера в то, что все будет хорошо. И в Деве Венера, она не в лучшем положении. Поэтому, когда в конце года мы идем, вернее, в конце лета, мы идем от Льва к Венере, здесь нужно, вернее, Венера из Льва приходит в Деву, взять с собой от Льва, да, потому что Венера переходит, и она делает отпечаток на нашей душе. И во Льве Венера, опять же, позволяет себе быть собой, роскошной. Ведь мы все роскошны именно в том, что мы в себе не любим. И мы интересны миру только тогда, когда мы оригинальны. Каждый человек, он оригинальный, но не просто оригинальный, да, взял себе какой-то имидж, он оригинальный. Человек, который оригинальный в своем внутреннем проявлении, и это способность Льва. Взять с собой это немножко как бы в Деву и смягчить Венеру в Деве, это вам поможет, если, например, вы встречаетесь с мужчиной, и вы самокритичны. Это проявляется, или вы
слишком серьезные. Никакой человек не хочет быть с другим, если тот слишком серьезный. Это как бы «не грузи меня, мама», да, проявляется у него внутренний ребенок, и он не может и не общаться с вами. Я просто для примера приведу свой пример, потому что меня иногда ругают, что я примеры привожу. Как без примеров? Но лучше всего на своем примере. Я когда была молодой девушкой, я вообще дева в асценденте, кто не знает, и да, и у меня детство было не из лучших, меня только критиковали, больше ничего, и не любили дома меня. Поэтому я была слишком серьезная девушка, и мне трудно было с парнями. Парни не хотели со мной дружить, потому что я была слишком серьезная. Во мне не было этой легкости, неги, если папа любит дочку, да, у меня этого не было, и я не понимала, как себя вести с внешним миром, потому что меня мир моей семьи очень не любил. Вот. И теперь с высоты моего возраста я это все могу увидеть, ну, естественно, я анализирую, я дева, но я хочу помочь другим людям, найти в себе это вот relaxed, это ощущение уюта. И другим людям, и себе хочу помочь. Знаете, мы всегда, когда чему-то учимся, мы можем тоже помочь другим своим опытом. Ну вот так где-то может быть для вас. Знать, что это не то, что у вас Венера в Деве при рождении, нет, но вот именно она активно будет, вот такая Венера будет, например, у нас в сентябре, да, вот такая она будет в сентябре, витать в воздухе, и она может отразиться на вас, даже если вы другой человек, вы легкий, может быть, комфортный с другими людьми, но вот такая будет атмосфера, но мы должны реагировать на атмосферу, если мы хотим взаимодействовать с миром, найти себе или пару, или дела, потому что Венера отвечает и за пару, и за дела. Ну вот, мы берем из конца лета. Кстати, вот здесь совпадение идет со знаками довольно сильно. Венера, видите, в этом году она почти совпадает со знаками. То есть Козерог, например, зимой, да, вот Венера в Козероге и так далее. В конце лета, в августе, Венера во Льве, ну и это же месяц Льва. В этом году Венера очень в таком классном положении. И вообще она вообще часто так бывает, потому что она очень интуитивная. И в сентябре у нас Дева, и Венера в Деве в сентябре и так далее. Итак, ну вот в октябре у нас Венера движется по весам. Что такое весы? Весы это, ну, говорят дипломаты, но это о другом совсем. Весы, конечно, это очень колеблется сильно, да, это тоже неуверенность в себе, и это желание приспособиться к другому, желание угодить, что ли, другому, да. Будьте осторожны, вы угождаете партнеру, потом он вам садится на плечи и свешивает ножки. Если вы живете с человеком, то в это время, до 22 октября, ну, в меру все хорошо в меру, нужно тоже угождать себе. Особенно, если вы встречаетесь с мужчиной, потому что вы ему угождаете, вы ему этим очень нравитесь, и он думает, что вы такая, а вы совсем не такая. Вы спокойный человек, без этого вот сделаю все для тебя, а потом тебя и буду обвинять в том, что ты это все взял мое угождение. У весов есть такое, да, просто все сделать для другого, а потом обидеться, что человек вас использовал. Иногда такое бывает у весов, не всегда, но бывает. Вот такое предупреждение. Итак, дальше мы идем, когда Венера переходит в следующий знак, и это у нас будет Скорпион. И она тоже где-то вот во время Скорпиона, где-то там. Я примерно вам говорю, что не важно даты запоминать, потому что когда происходят транзиты, переход из одного знака в другой, это все плавно происходит. Итак, у нас уже глубокая осень, и Венера в Скорпионе. Она не в лучшем положении там, поскольку здесь идет ощущение, что с одной стороны сексуальность, яркость, яркие впечатления, но потом нет ничего, пусто. Когда впечатления сильно яркие, тогда обыденная жизнь кажется ужасно пустой и бесполезной. Поэтому Венера в Скорпионе, она может давать вам яркие
такие чувственные отношения или внезапную страсть, внезапную любовь, но такое же внезапное и разочарование. Будьте осторожны с этим, опять же, не очаровывайтесь. Итак, когда у нас приходит ноябрь, середина ноября, 16 числа Венера переходит в Стрельца. И примерно до 9 декабря она будет идти транзитом по Стрельцу. Стрелец, конечно, это такой философ, учитель, и Венера не любит, когда ее учат, она не любит вообще напрягаться. Стрелец напрягается в голове, но не физически, да, такое напряжение идет в мысли, как будто мысль может все. Мысль не все может. Мысль иногда нас заводит либо в прошлое, либо в будущее. Только в настоящем можно действовать. Можно жалеть о прошлом, можно надеяться на лучшее, но действовать можно только в настоящем. Стрелец – прекрасный знак, чтобы увидеть картину издалека, как бы в целом. Но это не очень простой знак, чтобы все претворять в физическое действие, да. Поэтому здесь кто-то может из тех, кто в вас влюблен, пообещать вам что-то и не выполнить. Будьте немножко скептичны к тому, что вам обещают другие люди, особенно в сфере любовь, особенно в сфере, кстати, тоже деловой сфере. Обещал и не купил, обещал и не продал, вот где-то вот так вот, да, обещал и не взял на работу. Вот это все свойственно Венере в Стрельце. Когда у нас идет переход Венеры дальше уже, конечно, из Стрельца она опять переходит в Козерог, и это в самом-самом конце года, с 9 декабря где-то уже Венера опять переходит в знак Козерог, да. И здесь мы должны опять ощутить себя практично, высоко духовно и без притворства. Козерог не терпит этого. Но когда мы влюблены, мы не то, что мы такие притворщики и так далее, мы это делаем автоматически, потому что мы хотим очаровать, и нас хотят очаровать. Поэтому в Козероге Венера matter of fact, такая духовная, друг души, опять же, духовная, и в то же время без всяких витаний в облаках, а больше в материальном плане. Потому что если есть в материальном плане умение общаться, конечно, люди будут долго друг с другом. Ну вот так примерно об этом. Может быть, я сделаю следующее видео о Марсе. Если это видео вам интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, конечно, потому что здесь все для вас. Я также хочу сказать, что этот канал для вас, это ваша платформа, чтобы вы выговорились, отдохнули, подумали о том, что нам может предложить астрология и другие такие практики старинные. Астрология – это не религия, в конце скажу опять, потому что это нужно сказать как можно чаще, на мой взгляд. Это не религия. Это не вера, да, нельзя верить в астрологию или не верить. Астрология – это то, что делали наши древние. Да, это наука, но наука древности, которая больше 10 тысяч лет. Что делали наши древние? Они прислушивались к тому, что происходит с разными людьми, рожденными в такое время дня, в таком месте, в такой сезон. По сезону это солнечный знак. И записывали. Такие звездочеты, которые записывали очень много, звездочеты записывали много-много свидетельств, и поэтому у них такие толстые книги, и путем сравнения они приходили к выводу. Поэтому астрология, она действует, потому что, я гомеопат, и точно так же по гомеопатии, у меня гомеопатические книги вот такие толстые, где свидетельства, симптомы многих-многих людей, и путем сравнения приходили к общему знаменателю. Поэтому астрология работает. Это наблюдение за натурой человека и записи, и влияние того, что происходит в общем мире, в атмосфере, как это влияет на человека. То есть это очень интересно, и здесь правда, конечно, колоссальная. Так что вам здесь пару слов, будем видеться. Всех люблю, обожаю. Медвежьи обнимашки из медвежьей лесной страны. Кто не знает, я из Ванкувера, Канада. И запоминайте, что, вы и так, наверное, знаете, самое лучшее место на Земле – это то, где вы есть. Пока-пока, друзья. До новых встреч.